раньше была программа для развития вот этих совхозов. Создавались совхозы, вот, допустим, Мичуринский, Вяземский, Бикинский совхоз. И питомник выращивал для совхоза, для развития, чтобы обеспечивать Дальний Восток своими фруктами. Но в дальнейшем началась вот эта качка вот это в правительстве и во всем этом. И начали закрываться эти совхозы. А для дачников, дачи начались в 50-х годах, 56-х, начались с Хиктирского заповедника, там выделялись земли, сам Лукашов говорит, мы вот ездили, выбирали участки, где развивать дачное это общество. Потом пошло правительство начало этот аэропорт, там дачи развивать, потом Воронеж развивать, где микроклимат вот этот, вот, где растут наши эти саженцы, меньше подвергаются ветрам. Хикцир самый такой микроклимат. Но не в каждом участке на хикцире они растут. Там есть такие южные склоны. Да, ветровые северные. Вот здесь, вот, допустим, в питомнике посажен абрикос, северный склон. И они с 1972 года, они по сегодня еще есть некоторые экземпляры, которые растут. В связи с тем, что ухода нету, но все равно они там растут. А груши посаженные на сегодня, с 41 года посадки, есть 3 ряда в питомнике. И они плодоносят. А вот эти сады, последняя закладка была в 1972 году грушевого сада. Это вот в сторону, вот если ехать, в сторону Хабаровского совхоза. Малину, ягоду. А потом, когда совхозом выделили, даже приезжали с Сахалина, приезжали за саженцами. С Приморья приезжали за саженцами. Обмен вот этот вот. Потом пошло общество этих садоводов, начали выращивать и для дачников. Но раньше была схема такая. Председатель берет заявки со всех. Раньше все работало, и председатели работали. А сейчас так, на самотек. Где урвать больше денег? Как и председатель садоводческого общества, краевого. То же самое. Поэтому дачники собирали заявки, председатель приезжал, забирал саженцы, увозил, там раздавал, все. И какую-то часть на рынке продавали, излишки вроде как. В этом питомнике произрастает береза, бархат, осина. В связи с тем, что ухода нет, они начинают, береза и осина быстро растут. Поэтому в каких-то рядах произрастает береза и осина. Потом дуб растет здесь, орех растет. Да, вот манжурский орех, мы стоим как раз под Это манжурским искусственные орехом. посадки или были? Это естественно, здесь же тайга была, это самое. Город, все таежное, лимончик, это все здесь так и было, да? Вот, да, лимонник вдоль речки есть. Лещина, вот это все тоже было, да? Было, но не в таком количестве, как бы вот, защиту вот эти березовые, а в связи с тем, чтобы груши не подвергались ветрам, садили лесозащитные полосы. Да. 6 рядов этой березы, тополь садили, то, что он быстро растущий, как в свое время было самое озеленение городов, садили тополь в 60-х годах. Сейчас эти тополя устаревшие, сейчас срубают, садят ясень, потом елку, сосну садят. А Хабаровск он же основывался, набережная была, потом до площади Ленина, часть вот это была, город. Потом потихоньку продвигаться. Вот как, допустим, брать база КАФ, отдельный, как говорится, поселок был. А сейчас все это соединили, депо 2 сделали, построили. Частный сектор, там, коттеджи начали строить. Все это. Сейчас вы не помните, как вот мелиорация начинала делать вот эти озера, мелиоративные? Это все искусственное. Все искусственное. Одна речка была маленькая, да? Да, вот речушка, речушки естественно были, и они поперекрывали эти, как бы, запруды, дамбы сделали, и
получились озера. Озера для того, чтобы поливать, выращивали дичку и выращивали эту смородину. То есть для крыжовник. полива, да? Для Да. питомника. Да, для производства. Вот эти Ну, наверное, озера. туда и уходила грунтовка лишняя, чтобы не заболачивалась. Ничего, вот самое, рельеф он такой, что он нет сам. Не Вот он- было здесь болотистости. болотистых мест не было. Есть вот в некоторых садах там заболоченность, но она со временем вот это. Чем больше вода, тем земля больше уходит. Там кругом обрыты каналы вокруг каждого сада. Там целая система. Каждый сад он полностью вокруг канавы. Просто дороги были и канавы были. И Ну, по этим канавы канавам, делали, да? Канавы вокруг каждого сада Ну, обязательно. значит, была мелиорация, если канавы. Мелиорация я не помню, что было. А Вы- канавы это вы что, имеете- есть Дело в том, мелиорация? что трактора проезжали, как бы никаких этих. А канавы это есть вот эти, мелиорация? вот эти сады обрабатывались механизированно. Трактор Т-74 был, вот, у него маленькая такая кабинка. Это потом начали это самое. Т-16 были. Ну, как ДТ-25. А как трактором обрабатывали? Трактора Междурядье. в междуряде, они посажены, сады заложены, допустим, 4 метра. Михайличенко говорит, если вот сейчас прогнать трактором вот это междурядье, какую-то подрезку сделать, эти сады еще 20-30 лет простоят То есть спокойно. они были под определенное оборудование посажены, вот эти ряды сделаны. Ряды рассчитаны, была технология, сам этот Тимошин производил. Он, самые первые закладки были 4 на 5. То есть в ряду было 4 между грушами, а Междурядье. между рядами 5 метров. А потом в связи с экономией земли, землю город не давал, край. И они решили уплотнить, Уплотнить. как бы там, 4 метра, чтобы трактор проходил, и между деревьями 3 метра. Поэтому почему они плотные? Вот эти вот были сады, которые решили убрать. Ну вот вы проходили, а груши сейчас такие деревья очень высокие, их собрать нереально, только паданка. Смысл есть? в них? Только с паданки и Только собирали. паданку собирать. И В собирали. Вяземске был консервный завод. Вот эту грушу, которую собирали, они ее отвозили, и это самое, Паданку, да? Соки делали, соки делали и делали консервирование, которое отбирали, которые более... да. Джемы. Да, джемы, все это делалось на Вяземском, но он заваленный. Как бы молочные эти заводы, заводы все встали. Поэтому тут кого винить, не знаю. Народ вроде как и думает, говорит, а правительство решило росчерком пера все остановить. И все. Поэтому также и Лукашов, питомник этот тоже. Этот Зеленстрой был тоже же самый. Если это благодаря Соколову, он, как говорится, организатор вот этих вот цветов, вот этих все, построил теплицы. Ну, как бы выделила администрация деньги, построили теплицы. Зеленстрой живет, город ухаживается. Косится трава, садятся деревья, весна-осень.